Приветствую на канале Мелово. Сегодня продолжение про мел в плесени. Он просох на идеале просто. Также небольшая вот такая вот моя тарелочка. Здесь я попозже к ней, в общем, перейдем. Также решил в виде разнообразия ролика добавить новинку в него. Это получается глина Туркестан зеленый. Давайте начнем с песочного мелка. Здесь у нас был сорт, по-моему, Курабье. Посмотрим, что с ним вообще произошло. Здесь он просох на вал просто. Для начала, ну вот смотрите, насколько выявляются тут вот эти вот черные точки. Но вот опять же, с черными точками это такой большой вопрос, чтобы доказать, так скажем, что это именно плесень, да, вот не белемниты, по-моему, так еще называется, выделение в мелу глине в породе. Это, наверное, экспертизу надо проводить, нежели вот так просто указывать, да, потому что давайте возьмем вот уральскую глину, сколько она в земле хранится, и у нее прям прожилками идет вот этот вот слой вот этих вот точек. Ну там еще прям пластом она идет, ладно. В глине во многих сортах эти черные точки есть, в некоторых глинах они прям угольные эти точки. То есть огромный ассортимент. Кстати, для того, чтобы это проверить, вот допустим, смотрите, глина уральская, да, вот мел у нас чем пахнет, когда он, ну, в плесени или затхлый такой, вот он именно чем-то таким и отдает. Болотным, не болотным, ну, вот какое-то такое разнообразие вкусов, запахов у него идет, да. Если мы возьмем уральскую глину, представим, что она в просушке идеальной. Все хорошо, она ничем не пахнет. Но даже идеально чистую уральскую, если мы возьмем и зальем ее водой, оставим так буквально, знаете, на час, на два. Все, вот элементарно вам так скажу. Если мы в пакет уложим после водной колки уральскую, да, сверху она подсохнет, будет хороший, а снизу уже моментально запах затхлый, вот этот вот плесневевший, появится вот этот болотный немножко. Если она там пролежит у вас сутки, то там запах будет очень сильный. Но суть в том, что если вы ее просушите, этот запах полностью исчезнет. То есть уральская, не знаю, сколько там веков, столетий, да, хранилась в этой породе, в земной коре и так далее, да. И за столько времени, я не знаю, какой она была изначально, как она формируется, эта глина. Кто-то вообще говорит, что это не глина, ну, есть какое-то там правильное название у нее. И суть получается в том, что мало того, что она сама по себе идет желтехонького цвета, в ней есть вот эти же черные, причем не просто точки, а там прям прожилками они идут. И плюс ко всему, она моментально приобретает вот этот вот плесневевший и болотный запах после того, как мы ее заливаем водой. Ну, то есть это тоже о чем-то договорит, наверное, да. И если уж отталкиваться от того, что такое кушать нельзя, то нафиг вообще ничего из этого нельзя. Это все вредно, так скажем, да. Давайте, в общем, проверять. Кстати, к чему все это рассказывал. После того эксперимента, который у меня вот здесь находится, мне стало интересно, что будет с уральской глиной, если ее так залить. Вот в тот же день, когда ролик тот вышел, я залил так уральскую глину, я залил так Астану. Ну и в ролике вы видели, что я тюменский мел еще чистейший положил вот в эту грязную крошку. В общем, давайте смотрим, как будут счищаться вот эти вот черные точки. Ну, в общем, они никуда не исчезли, они не высохли, по крайней мере, на песочном сорте, потому что он был самый явный именно по ним. В общем, чистить его даже нет смысла. Здесь, в принципе, все кусочки почищены, но черных точек очень много. Причем они здесь идут, знаете, вот если бы они шли просто, здесь вот точечка, тут точечка, да, а они же идут вот так. Вот по факту, видите, вот такая вот линия идет. Если присмотреться, вот мне кажется, если бы очень долго прям он хранился вот в таких условиях, то этот пласт действительно был бы пластом, вот как в уральской глине, вот эти черные точки. Вот почему-то вот у меня в эту сторону клонит в плане этих точек, блин. Давайте, в общем, будем их пробовать. Здесь, конечно, я глотать не буду, типа, мало ли что, но похрущу, попробую. Запаха нет абсолютно никакого, только чистый меловой, поэтому будем пробовать.
Что сказать именно про песочный сорт? Хоть он самый насыщенный был в плане вот этого вот внешнего вида и черных точек, привкуса нет абсолютно никакого. Ну, представьте, мел, который очень сильно пах, был весь зеленый просто в этих черных точках. После хорошей просушки абсолютно никакого ни привкуса, ничего не остался. Стандартный мелок. Причем это, скорее всего, что-то... Сорт сейчас не подскажу, но он с горчинкой небольшой, в общем, вот так вот могу сказать. Также у меня здесь кусочек тюменского вместе с этим мелком сох, а вот им я похрущу с удовольствием. Вкусняцкий. Отчетливо пыльно-меловой побелочный вкус. Наверное, самый сильный побелочный вкус из всех сортов, которые сейчас есть в наличии. Я не знаю, заметили вы или нет, но я это заметил очень сильно, когда редактировал ролик. В общем, в одном и том же зубе в течение там года, наверное, пломба постоянно выпадает, я ее делаю. Так вот, в последний раз там стоматолог немного накосячил. В итоге последний месяц я на нем есть вообще ничего не могу. Может, тут там пломбу как-то на нерв наложили, и в итоге косяк получился. И в чем суть? Я все последние ролики, вот сейчас зуб сделали, но пока что там временная пломба. Поэтому на этой стороне все еще пока что стараюсь не кушать. Я последний месяц кушал только на правой стороне. Во-первых, это мега неудобно. Во-вторых, если что-то туда попадало, это было очень больно. В общем, я надеюсь, через 2 недели я буду кушать с кайфом просто, потому что сейчас только кушать на правой стороне это адский дискомфорт, так скажем. Но перейдем дальше. Дальше у нас был жирный мелок, который был, получается, погружен в банку в неочищенном виде, и банка была не закупорена. Что касаемо здесь черных точек. Я, в принципе, их особо здесь не наблюдаю. То есть на нем, насколько я помню, они немножко попадались, но в основном все-таки он был просто зеленый, а когда мы его почистили, все стало здесь хорошо. И вот на каждом из этих мелков, где вот эти черные точки были, черные точки стали желтыми, такими, знаете, будто железистые вкрапления. Здесь тоже немножко было же этих желтых точек, но они, в принципе, все еще есть. На нем, я думаю, вы навряд ли увидите. Но черных точек здесь нету. Давайте будем пробовать. По запаху нет смысла проверять ни один, потому что ни один чем-то сверхкардинальным не пахнет. Пахнет чисто стандарт, как стандартный мелок. А этот я даже проглочу. Даже внутри у него железистые вкрапления появились. То есть, возможно, они были черными точками, но стали железистыми вкраплениями. Мелок немножко идет со сластинкой. Насыщенный, ну не насыщенный, немножко такой есть побелочный у него вкус. Но в целом он кайфовый. Я просто не ел мелок уже несколько дней. Эти дни какие-то очень сложные выдались. Было очень много пробников. Там по 80 сортов именно по глине, допустим, да, но самый сложный пробник в ассортименте это все-таки 230 сортов, он называется пробник всего ассортимента. Конечно же, туда входит не весь ассортимент, в ассортименте сортов 300, но это сделано, во-первых, для того, чтобы
В крайнем случае, если чего-то нету, можно это заменить, да, потому что этот пробник идет такой рандомный, то есть там огромное количество идет, если мы мел берем примерно одинаковое количество глиномелов, песочных, жирных, сухих сортов, чтобы у человека был выбор. По глинам туда практически все глины в этот пробник входит, огромное количество пиленого мела. Если вы вот приобретаете, в принципе, пробный набор, да, вот не путайте, есть ассорти, это все в перемешку в одном пакете. А есть пробный набор. Пробники у меня есть глин, пиленого мела, кускового мела, отдельно пробники, точнее, в целом пробник всего вот ассортимента есть, это 230 сортов, 23 килограмма вес. И огромные вариации именно отдельно. Допустим, есть пробник кускового мела, там от 20 до 100 сортов, по-моему, идет. Если вы заказываете, не в зависимости от того, пробник это 20 сортов, 40, 60, вот по кусковому, да, мелу, то туда идут, опять же, примерно одинаковое количество сухих, жирных, глиномелов и песочных, чтобы человек, в принципе, когда он берет пробный набор, ему нужно определиться, какие сорта ему больше нравятся. И вот этот пробный набор, он идеально для этого подходит. В общем, для оформления заказов, как всегда, ссылочка в описании ролика, ссылочка на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на WhatsApp. Вся информация предоставлена для заказов. В общем, смотрите описание ролика. Что касаемо этого мелка, никакого ни вкуса, ни черных точек у него не осталось. В общем, суть в том, что после просушки он весь стал в железистых вкраплениях, но черных точек на нем не осталось. Вот оно как-то так. Вот на этом кусочке особенно видно вот эти железистые вкрапления. И вспомните, когда я делал чистку, на чистке же видно, что не было там никаких железистых желтых вкраплений. Когда мы начинаем его чистить, эти желтые вкрапления также уходят внутрь, но ничего черного здесь уже нет. В общем, какой-то такой вот нюансик. Какой он вкусный все-таки. Давайте перейдем к следующему мелку. Это жирный сорт. Он был погружен и закупорен в банку, так же, как и песочный мелок. Что мы имеем здесь? Точно так же у нас тут появились железистые вкрапления, не черные. Черных здесь тоже, опять же, нету. Они точно так же уходят внутрь. Сейчас почищу, покажу вам. Надо где побольше их. Вот, давайте вот этот кусочек. Фокусировочка, где ты? Вот, видно, что это желтый такой, желтые точечки, вот. Никаких черных. Давайте откусим и проверим, что у нас в разрезе будет. Ну и по вкусу. На левой стороне уже по чуть-чуть начинаю кушать, но это прям кайф. Походу это были два одинаковых сорта в закупоренном и не закупоренном виде в банке. Потому что он точно такой же со сластинкой. Присутствует проявление побелочного вкуса. Ни капелюшечки просто в сторону вот этого заплесневевшего запаха, вкуса и привкуса нету. Единственный момент, что он весь, в том числе и песочный, приобрел вот эти вот точечные вкрапления, но уже желтоватого железистого оттенка. То есть оттенков вот этих вот черных точек в нем после такой просушки не осталось. А до этого-то их капец просто сколько было. Ну, в общем, я думаю, мы этот эксперимент можем убрать. К этим вопросам мы еще вернемся на следующих роликах, когда у меня там, я думаю, месяца 3-4, пусть в банке хранятся глина у меня там, по-моему, Астана, Маргаритка, Уральская, ну и мелок тюменский. Конечно, я думаю, больше всего пострадает мелок тюменский, но представьте, его в чистейшем виде положил просто вот в эту вот массу крошки, да, от всех этих сортов после чистки. То есть там прям зелень была. Так, это я все убираю. Нужно подумать, что с этим делать, потому что по факту мелок стал нормальным. Сделаю себе из этого всего, наверное, ассорти. Вкуснятина. У меня просто все, что находится вот в этой моей тарелочке, оно в идеальной просушке.
Поэтому вот эти мелки сюда подойдут идеально. Давайте покажу, что в моей тарелке находится. Во-первых, это у нас тот самый кусок, который, получается, был 13-килограммовым ватутин. Потом я из него сделал кирпичик 3-килограммовый. Потом это была килограммовая плитка. И сейчас вот все, что осталось от плитки. Давайте попробуем, что на вкус, потому что очень-очень тщательно пересушилось на солнышке. Очень пересушил я, конечно, его. Жирность немножко в нем исчезла, а побелочный известковый вкус очень-очень сильный стал. Далее, сказать честно, я не помню, из какого сорта сделал этот брусочек. Давайте сейчас узнаем. Что-то жирненькое. По типу Васильполя, Честера, Нового Оскола, Аленки. Очень вкусненький. Просто я думал, что я сделал этот брусок из сорта тюменский, я его сразу узнаю. Но нет, это просто жирный какой-то мелок. Далее у нас тут вот такой вот кусочек глинки Актобе. Давайте им похрустим. Тоже в идеальнейшей просушке, где-то месяц, наверное, на солнышке был. Ну вот, как не понимал я эту глину, да, хотя в Казахстане вообще вроде кто-то мелом ее называет, так и не понимаю. Небольшой солинка идет, очень она такая воздушная. Как я уже приводил примеры, да, если мы возьмем, допустим, 10-килограммовый вот такой кусок и 10-килограммовый кусок кимбрийки, к примеру, или узбечки голубой, то эти куски будут различаться раза в 2, а то и больше, потому что Актобе очень, очень воздушная глина, там будут кусочки здоровые, и просто в узбечке будет небольшой кусочек, потому что она очень тяжелая. Эта глинка, наверное, даже в этом плане легче уральской. Такое чувство, будто взяли что-то типа каолина, очень хорошо спрессовали, и получилась эта глина. Ну, в ассортименте сортов 8, я думаю, наберется с подобной структурой. Именно глин. По мелу раньше бывало такое, приходил мелок воздушный, похож на эту глинку, святик, горный. Ну, все остальное, если только когда-то был пересорт. Вот такой вот кусочек Васильполя, брусочек точнее. Какой у него вкус насыщенный, классный. Такой побелочный. Это я не знаю, что за сорт, но давайте попробуем. Похож на красавчик глиномел. Мне показалось, чего-то в нем не хватает. Вот этот вообще понравился.
Также у меня тут подвислое есть. Его сложно не узнать, но если много глиномелов будет, то, конечно, вы не различите. Но сюда, я помню, я всего лишь один кусочек глиномела клал, это подвислое. Вот, кстати, подвислое тоже идет с точно такими же железистыми вкраплениями, как и этот мелок. Мистика, вот я не знаю. Такой как бы себе момент. Не помню, были ли на нем черные точки изначально, но мелка с железистыми вкраплениями довольно много. Вот тоже можно как бы на эту тему порассуждать, так скажем, да. В общем, давайте им попробую похрустеть. Кстати, у меня новые две крымские глины поступило. Первый это глиномел топленое молоко. По-моему, его в прошлых роликах не было, когда обзоры были на, в принципе, крымские глинки. И две новинки еще поступило в глинах. Орские там, по-моему, либо башкирские, уже точно не помню. Они будут в следующих роликах, но сейчас будем пробовать еще Туркестан зеленый. Прямо интересно, что там такое. Вот у него такая немножко структура напоминает вот эту глинку. И мне кажется, почему-то с топленым молоком крымским они будут немножко похожи. Но в целом могу сказать так. Раньше подвислый был намного тверже. Как-то так. Ну что, я тут такое основное все попробовал. Ну, конечно же, как мы пройдем с вами мимо песчанки? Пальцы, конечно, у меня очень стали грязными в меловой муке. Давайте, в общем, зеленый Туркестан. Что по нему можно сказать? На какой Туркестан он похож с виду? Наверное, на Туркестан сливки. Либо кудряшку, желтый. Вот что-то на этого. С виду в плане структуры. По цвету он идет желто такой зеленовато-серый. Вот если он сейчас будет с солинкой, то это Туркестан серый. Вот одно и то же, просто от другого поставщика, поэтому название зеленый. Если он будет без солинки, значит что-то новое. Но в целом по цвету от серого немножко отличается. Давайте будем пробовать. Он, кстати, на сушке, во-первых, что хочу сказать, находился примерно месяца 4. Просто лежал на солнышке, конечно же, эта глинка пересушилась. Во-вторых, во рту было слишком много мела. Еще раз. Не припомню, во-первых, чтобы Туркестан так залипал. Этим тоже они немножко схожи с серым. И есть небольшая солинка. Какой-то вкус. Вот он неординарный. Не знаю, как его описать. Но он не противный. Вот это более-менее самое важное. Очень твердый. Опять же, как серый. Но в сером солинка там такая, что там реально куски соли могут попасться. А здесь такого все-таки нету. Но его фиг откусишь. Давайте его попробую даже сравнить с какой-нибудь глинкой.
Но опять же, с учетом привкус кимбрики здесь чувствуется. Вот что я здесь почувствовал. Полное описание, как всегда, в описании ролика будет. Здесь я такое свое более-менее какое вот чувствую, так вам и называю. Да, на кимбрику как по вкусу, так и по структуре похож, но еще идет с солинкой. Опять же, сложно сказать, похожи ли они по структуре, потому что конкретно эта глина, она очень сильно пересушена. За вот эти вот огромное количество месяцев на солнышке она приобрела эту пересушку. В общем, что мне здесь понравилось по этому Туркестану, господи, пломбу бы эту разовую не потерять, потому что глина очень сильно это залипает. А с учетом того, что мне в принципе сказали стараться не кушать ничего твердого. Наверное, если бы там стоматолог узнал, что я ем глину или мел, он бы сказал вообще не есть это. Вкуснятина. Тоже, кстати, с железистыми вкраплениями. Насколько же это вкусно. Вообще, я думаю, когда я достану сорт тюменский из банки, он будет офигеть какой зеленючий, я думаю. Он будет капец в черных точках весь. И вот самое интересное будет почистить его и вот с этими черными точками отправить просто на просушку и посмотреть, будет ли он потом, вот эти вот точки черные исчезнут и заменятся ли они на железистые желтоватые точки. Вот интересно действительно. Теперь смотрите, дендриты, да? Это сложно-кристаллическое образование древновидной ветвящейся структуры. Вот так вот они выглядят в породе. В породе это, соответственно, в глине, в мелу, в земле, да даже в железе это может попасться. И суть в том, что вот как они развиваются, в принципе, то, что они бывают как вот такими в качестве, ну, пример в качестве снежинки, да. Давайте вот, кстати, далее зачитаю. Еще также есть дендриты самородного серебра, золота. Где-то ниже было. Сейчас вам прочитаю. По-моему, вот здесь. Но это вот в тонких трещинах розовый родонит. Это у нас не то. Вот, веточки бывают еще самородной меди. То есть, соответственно, если это медь или какое-то железо, да, вот эта вот ветвящаяся структура, то, конечно, после сушки оно может приобрести что? Правильно, железистый вот этот вот цвет, оттенок, железистые точки после просушки полной. Поэтому, как лично для меня, здесь неудивительно. То есть элементарно вот это вот черная структура, да, которая образуется в результате зарождения вот этих кристаллов. Можно в пример привести элементарные снежинки или ледяные узоры на оконном стекле. Что тут у нас еще есть? Есть рудные всякие месторождения, кораллообразные дендриты в воде, которые, да. То есть, ну, я не спорю, это может быть действительно плесень. Но извините меня, как вы утверждаете то, что это может быть плесень, точно так же я вот вам элементарно могу утверждать то, что это дендриты. Но суть можно узнать только сделав анализ в лаборатории. Поэтому, ребят, как-то так. Поэтому Туркестану. У него есть действительно схожесть с Туркестаном серым. У него есть схожесть с Кимбрикой. Если Туркестан серый, для меня оценка, если сейчас меня не ошибает память, составляла 3 из 10. Вообще он мне не понравился. То здесь вкус, солинка, сама структура, вот то, насколько он сейчас твердый, можно раза в два спокойно убрать. Он действительно по структуре будет похож на кимбрийскую. В таком случае оценка моя ему 6 из 10, потому что я в принципе не любитель, не ценитель глин, да. Ну, кроме уральской. Уральская мне действительно нравится, могу и похрустеть. Кстати, на следующем ролике, ну или через ролик,
СМР будет обязательно с чипсами из уральской глины. Они уже прям что надо подсушились. Какой-то такой был ролик. Также далее нас ожидает две новинки по глинам. Это дымка и корешок. Они уже хорошо подсушились. В ролике также расскажу способ их очистки, потому что он там не совсем ординарный, так назовем его. Ну а с вами был канал Меловой. Давайте чуть похрустим и увидимся уже в следующем ролике. Обязательно ставьте лайки, смотрите для оформления заказов описание ролика, пишите свое мнение в комментариях.